Разработчики около недели назад представили новый советский танк 10 уровня Т-22 средний, и как уверяют разработчики, у него непробиваемые борта ИС-7, а также прочная и рикошетная башня. Но я решил подождать неделю, чтобы появились обладатели Т-22СР, ведь чтобы его получить, нужно быть очень везучим в супер-игре или же взять кредит в банке на прохождение цепочки на этот танк. В этом ролике я бы хотел рассказать, куда можно пробить Т-22 средний, если он стал перед вами своими имбовыми бортами. С вами Evil Blackberry, а мы начинаем. Так как мы с вами разбираем только красные зоны пробития танка, то их, к сожалению, не так уж и много. Поэтому начнем, пожалуй, с уязвимого места на башне. Оно расположено с правой и левой стороны от маски орудия, и бронирование составляет всего лишь 230 мм. Танки 9 уровня спокойно будут туда пробивать, а также башня пробивается в основание возле той же маски, но там уже около 255 мм. Самая основная проблема данных зон, что в них крайне сложно попасть, даже с небольшой дистанции, имея при этом относительно точную пушку. Поэтому эти места пробития используйте только тогда, когда Т-22СР танкует от башни, так как в других случаях это будет сложно сделать. Вторая зона более интереснее, чем первая, но также требует навыков точной стрельбы, так как с первого раза попадать вы не сможете. Зоной пробития является тонкая полоса над его читерскими бортами, и она составляет в приведенной броне около 220 мм и выше. Сложность в том, что данная полоса на борту делится на 3 листа, и нужно брать от центра полоски как можно ниже, если рассматривать танк в обратном ромбе. Если рассматривать в игре, то просто берите чуть ниже красной зоны, и вы будете пробивать туда без проблем. И даже обычный ИС-3 пробивает туда без особого труда, хотя у танка не совсем и точная пушка. Если вы думаете, что Т-22СР перекручивает борт, то вы глубоко ошибаетесь. На данном танке можно становиться практически в любой угол, так как треугольный корпус может позволять это делать. Вторая проблема заключается в том, что в борт будут заходить только бронебойные снаряды, из-за того, что у них повышенная нормализация снаряда, а именно 5%. Кто не знает, что такое нормализация, вот. Ставьте на паузу и изучайте. Так вот, так как бронебойные снаряды имеют повышенную нормализацию, борт будет пробиваться каждым выстрелом. Исключением, конечно, может быть только то, что он просто может не попасть в этот борт. А вот подкалиберные снаряды будут пробивать только в том случае, если игрок на Т-22СР сильно довернет угол, и тогда танк будет пробиваться. Но как вы знаете, после каждого пробития игрок будет менять угол обстрела своего танка, так как он будет понимать, что ему наносят урон. Поэтому перестреливаться с Т-22СР на подкалиберных плохая затея. Бонусом к сказанному хочу сказать, что не стоит брать Т-22СР в автоприцел, так как он захватывает на треугольный борт, и пробить его не так уж и легко, как может показаться. Хотя были моменты, куда ИС-3 мог пробить Т-22СР на автоприцеле, но это деды, они могут и не такое показать. На самом деле ролик получился очень странно, так как делать обзор брони на средний танк это немного глупо, но чтобы вы знали, я все же решил записать его. Надеюсь, обладателям Т-22СР будет тоже небольшой урок. А на этом, друзья, все. Спасибо большое Виталику за уделенное время для съемок. А также, братцы, я добавлю реплей от своего лица в группу ВКонтакте, чтобы вы могли получше изучить места пробития, кому это интересно. Подписывайтесь на канал, оценивайте данный видеоролик. До связи!